Всем привет, друзья! Сегодня мы пообщаемся с нашими дотерами, теми, которые в ВП. Парни за последнее время очень много сыграли, аж 62 карты за месяц, и пора нам уже обсудить все, что происходило на этих матчах и турнирах. Итак, первый у нас на связи Алексей Соло-Березин. Лёш, привет! Маш, привет. У тебя такое игривое настроение, ты еще не устал месяц катать? 62 карты вы сыграли. Что-то мало, почему 62? Ну вот именно за последние 30 дней, типа. Это в мае? Ну да. Наверное. Но в апреле, мне кажется, сыграли гораздо больше. У вас еще кукуха не едет от такого количества матчей, причем всех официалок? Так она уже все? Куда ехать уже? Уже приехали? Понимаю. Слушай, ну можно ли списать на такое количество официалок и отсутствие времени, да, там на КВшки, на тренировки, вот можно ли списать на это ваши результаты последние? Да, даже нужно, я бы сказал, списать. На самом деле устали сильно, сами очень недовольны и огорчены последними результатами. Хотя, если глобально брать, то, в принципе, у нас первое на ESL, второе на Epic Prime, четвертое на Пушке, четвертое здесь, на Dota Pit. Это не так страшно, если глобально брать, да, и сравнивать с другими командами. Но для нас это неудовлетворительные результаты, и я думаю, что это связано с тем, что действительно слишком много доты в онлайне. Так получилось, что турниры накладываются друг на друга, и в какой-то момент мы играли 5 турниров одновременно, шло, то есть расписание настакивалось уже. И, конечно, времени на подготовку совсем нет, то есть мы не сыграли ни одной КВшки, мы тренировались только перед ESL. У нас были КВшки, то есть были соперники, получалось находить соперников, получалось подстраивать расписание должным образом. Сейчас мы не сыграли ни одной КВшки в мае вообще. Не было соперников или было очень плотное расписание. И да, я думаю, что это основная причина нашего спада сейчас. Ну а насколько вообще патчи, которые вышли после ESL, в том числе повлияли на вашу игру, ну помимо того, что вы не успеваете тренироваться? Не могу сказать, что у нас была какая-то наша игра, все-таки Игорь только пришел, мы буквально сыграли неделю КВшек перед ESL. То есть я не могу сказать, что мы прям нащупали свою игру. Ну, агрессия стала работать заметно хуже, потому что сейчас уже любой из дотеров понимает, что между потенциальным киллом на карте и стопроцентным фармом всегда выбирают фарм. И агрессия не работает, потому что за киллы дают мало, карта слишком большая. Быстро играть не получается. То есть повлияло. К вопросу об Игоре. Сейчас часто вижу, натыкаюсь на критику в его адрес. Ну, реально много пишут и говорят про него, что типа не устраивает его игра. Как вы внутри команды оцениваете Игоря как игрока сейчас, вот, по прошествии времени? Все хорошо. То есть, да, у команды в целом не получаются многие игровые моменты за счет отсутствия тренировок. То есть это общая командная вина. Она никак не связана лично с Игорем, да. Но в то же время я чувствую, что ему не очень комфортно играется в эту мету, в эту доту. То есть нам нужно время, чтобы наладить, как-то подстроить игру. Вот. Критика, мне кажется, очень необоснованная, потому что Игорь отлично себя проявил на ESL. Сейчас у него не все получается, но потенциал все видели, да, то есть как он способен играть, на что он способен. Поэтому очень необоснованная критика в его адрес, мы его всячески поддерживаем. Он, конечно, молод, и я думаю, что все-таки на него это влияет. Он читает критику, расстраивается, но мы со своей стороны всячески пытаемся его поддержать, подбодрить, и я думаю, что он понимает, что нам нужно время, и все будет хорошо с его игрой и игрой команды. Смотри, в последнее время прослеживается такая тенденция, что многие команды подстраиваются под мету, которую диктуют секреты. Ну, потому что секреты сейчас на коне вообще. При этом мы, ВП, вы, продолжаете играть вот своими героями, свои какие-то придумываете штуки. Вам все-таки удобнее работать по своим чертежам, или вы можете мимикрировать, когда вы понимаете, что ну вот надо, да, сейчас такая тема? Я думаю, все-таки еще оптимальный стиль игры непонятен. Да, Secret хорошо играют, но в первую очередь потому, что
Персональный скилл игроков очень высокий на каждой позиции, и не могу сказать, что они тоже из игры в игру играют одним и тем же, то есть все-таки прослеживаются какие-то тестовые пики, наигровки, моменты на карте. Нет, мы, конечно, не будем копировать чей-то стиль игры, то есть мы будем делать свое. Вот. Насколько это позволит мета, посмотрим. Но опять же, инт отодвинули на неопределенный срок. Есть ли смысл сейчас прям с головой вникать в мету и пытаться прямо здесь и сейчас найти те самые рычаги в игре, чтобы это работало? Не знаю. Не думаю, что будем подстраиваться под секрет. Вообще, на самом деле, в матчах сейчас такое ощущение, ну, даже не ощущение, это видно, что вы прям флексите, можно так сказать. Ну, типа, вы меняете что-то постоянно, ребята меняются героями, ролями, позициями. Это потому, что не хватает тренировок, и вы пробуете что-то прямо в матчах, вот ищете, какая вот стратегия вам подходит, или почему, или как? Запутываете соперника? В группе бывает, что пытаемся что-то пробовать, потому что действительно есть застой по стратегиям, по героям. В групповых этапах пытаемся что-то пробовать. В плей-оффе уже все-таки стараемся брать что-то проверенное, но опять же проверенное группой. То есть тренировок-то нет, КВшек нет особо, поэтому не все получается. Ну, в группе, да, можем позволить себе потестить что-то. Смотри, я, насколько понимаю, у вас будет какой-то перерывчик все-таки, наконец-то. По-моему, что-то там в районе 2 недель. Пока по расписанию у нас остался один турнир, Париматч Лига. Групповой этап Париматч Лиги заканчивается в конце мая. И дальше надо понимать, когда будет плей-офф. Хотелось бы, чтобы отдых не пересекался никак с плей-оффом Париматча, то есть доиграть уже и спокойно отдохнуть друг от друга, отдохнуть от доты, перезагрузиться немножко. Все-таки больше турниров не анонсировано на июнь и июль сейчас, насколько я понимаю, то есть будет перерыв. И я думаю, да, нам очень важно недельку, а то и 2 отдохнуть от доты, чтобы с новыми силами начать тренироваться, потому что тренироваться надо будет много. Мы для себя выявили давно, что оптимально от 2 недель. То есть можно выстроить игру, наиграть стратегии героев, нужно от 2 до 3 недель. Поэтому будем целиться на июнь-июль и плотно тренироваться. Ну все, держим кулачки за то, чтобы ничто не помешало вам провести этот тренировочный процесс сбалансированный, размеренный. Ух! Ну и, Лёш, жду от тебя новых гайдов по рыбалке в Animal Crossing. Чё? Осетры и золотая форель. В следующем выпуске, друзья, мы расскажем вам, как ловить осетра. Спасибо, Лешечка, пока-пока. А я напоминаю, что, друзья, Virtus.pro Parimatch дают бонус для всех наших болельщиков. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и получай подарок как болельщик медведей – страховку первой ставки. Это позволит тебе безопасно начать играть. И не забудь скачать после регистрации лучшее приложение для прогнозов на iOS и Android. Удачи! Привет, дорогой Бакыт. Привет, Машуля. Как твои дела? Сколько пошло уже там? 2 месяца, 3 пошел? У меня прям каждый день сурка, и я даже путаюсь, когда у нас была с кем-то игра или что-то еще. Прям со временем у меня проблема. Ну, надо на улицу, наверное, выходить изредка. Ну, ты пока не ходи. Ну, у меня вообще, кстати, карантин-то ну, не карантин, а чрезвычайное положение сняли. Уже можно даже по вечерам прогуляться. Слушай, Бакыт, вы за последний месяц, ну вот так, если по дням посчитать, вы там сыграли что-то какое-то бешеное количество матчей, 62 карты, если я не ошибаюсь. Ну, это очень много. Как проходили эти дни? Ох, ну, последние пару недель давалось все сложнее. Да потому что у нас нету тренировочных игр, скримов, и сложно что-то наработать новое. Мы даже на некоторых скримах договаривались, там пытались, без какой-либо подготовки, в плане героев, стратегии, попытаться разыграть что-то. Иногда получалось, иногда нет. Но это добавляло какую-то свежинку, а то мы из-за того, что не играли скримы, опять же, не могли добавить какие-то новые стратегии. Прошлые приедались, к прошлому уже противник был готов. И мы понемногу что-то водили, и
по итогу вроде бы работало, но в какой-то момент это всегда давало сбой, потому что все-таки надо больше подготовки иметь. Мгм. Вот. Ну вот, собственно, про это хотела с тобой поговорить. Вот, например, на ESL Резоль играл на Банго, ты играл на Энигме. И это работало, и винрейт у вас был 100%. Сейчас наоборот получается, да, вы там поменялись. И это не всегда, ну, это можно сказать, что не работает. Это опять же потому, что вы не успеваете, да, отработать какие-то свои схемы, вам приходится их пробовать на матчах, на официалках, или почему, или как, что происходит? Ну, если говорить именно за эту стратегию, то она изначально, в ней не имелось в виду, что я всегда на Энигме играю. Это специально такая стратегия, что она флексится. Мы как бы выбираем сами, Мгм. на ком играет или на Энигме я, или Рома на Энигме. И это, наверное, больше совпадение, потому что мы сами выбираем там от лейнинга и от героев противника, Мгм. какая Энигма будет лучше, 3 или 4. Вот это больше, наверное, совпадение, потому что, мы недавно играли, я тоже играл на Энигме. Такого нет, что мы просто решили там, что у меня, допустим, не идет, и Рома такой, давай я тогда буду играть. Такого не было, это просто стратегия такая. Ну а ты вот что думаешь, почему сейчас не получается? Что вы не можете нащупать? Я говорил, что патч Мгм. меняет очень сильно, и по-любому задается какой-то темп доты. Как мне кажется, в последнее время еще Secret очень хорошо показывает Ну, это да. сильную доту. Если смотреть по региону, по нашему, они прям на голову выше, чем другие, чем все команды, Мгм. абсолютно. И помимо патча и Secret задают какой-то темп более размеренной доты, там меньше агрессии, больше уклона в мид-гейм, в лейт-гейм какой-то. Вот. И все команды это копируют, и немного не получается играть столь агрессивно, как мы играли раньше, из-за вот этих основных двух причин. И из-за этого нужно... и опять же, третья, это вот две причины есть, и Мгм. еще третья есть причина. Чтобы играть агрессивно, тебе надо всегда удивлять противника. И опять же, тебе нужны новые герои. Потому что ты играешь, я почти уверен, что вот последние 2 недели мы плюс-минус экспериментировали, но на сегодня момент мы поняли, что мы играем все на одних героях, и противник уже знает, что мы будем играть на этих героях, уже готов к ним, уже как-то подстраиваться под это. И, это плохо. Вот. Мгм. И третья основная причина тоже, что чтобы играть дальше агрессивно, надо удивлять, надо обновлять пул героев и так далее. Ну, кстати, вот тут сейчас тоже вопрос у меня появился. А если бы сейчас какая-то команда вдруг не забанила бы тебе Текиса, ты бы его взял? Я бы, да, с радостью сыграл. Да, нашей команде очень нравится играть с Текисом, мне особенно. Так что да. Ты еще, кстати, сыграл одну игру на Баунти Хантере на 4. Как тебе этот герой? Вообще, Bounty Hunter один из моих любимых героев. Мгм. Просто, в той игре, если честно, даже стыдно ее вспоминать, потому что я ее отыграл очень так себе. Вот. Но герой, мне кажется, очень прикольный, потому что сейчас за киллы дают мало, денег. Если ты хочешь как-то поддерживать, с ним можно играть и агрессивно, и плюс-минус также пассивно под мету. Так что, мне кажется, это отличный герой. Но он не обязательно на 4-ю позицию, он может флекситься на несколько ролей. Мгм. На 3-ку, на керри. Он такой более-менее... ты должен просто балансить с ним драфт хорошенько. Ты за последние где-то 20 игр, по-моему, сыграл на 12, что ли, героях разных. Скажи, пожалуйста, какие герои тебе больше всего вообще нравятся в текущем патче? При том, что ты столько попробовал. Если брать... там есть дефолтные вот эти все. Феникс, Гринстрок, Танго, Энигма и... остальных, не знаю, даже сложно выделить. Шейкер, в последнее время тоже очень хорошо вписывается в мету. Много команд опять стало играть с ним. Если честно, героев сейчас на 4-ю позицию очень большое количество. Прям реально можно выбирать очень разных героев. Я даже смотрю, другие команды, какие Мгм. герои берут на 4-й позиции, и я прям не вижу
прям супер метовых героев, которые все берут. Ну, из таких, наверное, это вот Феникс, там, Шейкер какой-то очень часто всплывает на 4-й позиции. Остальные это чисто под игроков. Вот, я смотрю, кто-то играет на Рубике, кто-то играет на Гримстроке, на Виверах там, и так далее. Хотелось спросить немножко тоже про расстановку. Тебе комфортно, что вы стартуете в легкой триплой? Ну, я считаю, что... мне это нравится, потому что это подразумевает, что я должен роумить. А роуминг — это одна из моих любимых вещей. Вообще, из-за роуминга, наверное, я и начал играть на 4-й позиции. Потому что мне это очень всегда нравится, потому что каждая игра зачастую будет уникальной в плане роуминга. Там где-то тебе надо будет сделать вот так, чуть так и так далее. И тебе все время надо быть в темпе. В темпе всегда следить за игрой. Ты не можешь просто всегда приходить в трипло и всегда стоять. Нет. Там всегда надо будет придумать что-то новое от ситуации к ситуации. Где-то у тебя там Вова выиграет мид, и ты можешь сыграть под него. Где-то Resolution тоже что-то лучше обыграет даблу противника, и ты можешь играть под него. И каждая игра уникальна в этом плане, и очень интересно. А 2-1-2, когда играется, в последнее время это уже самое стабильное, как бы. И там всегда все очень тоже одинаково, ты всегда приходишь, всегда там тычку даешь, вдвоем знаешь крипа, контролишь рейнджа, выпуливаешь, что-то еще, и все, плюс-минус всегда одинаково. Стоишь линию и стоишь, короче. Слушай, а как моралька-то в команде? Я просто знаю, что в целом-то вы из Дискорда, по-моему, не вылезаете и что-то там придумываете по вечерам вместе, что-то делаете. Да, мы очень много времени проводим вместе, там, играем в разные игры, бывает, там, в Counter-Strike иногда заходим, даже Warcraft, третий скачали, иногда в классике играли, Свободное от тренировок время, друзья, и от официалок. Да, конечно же. Моралька, как сказать, сейчас просто, мне кажется, все уставшие. В общем, я скажу, что все хорошо, но после поражения по-любому всегда наступает немного тильта, какого-то расстройства. Но это нормально, потому что, наверное, ненормально, если ты проигрываешь, и ты как-то, не знаю, ничего не чувствуешь, радуешься, что-то еще. Все хотят просто выигрывать в нашей команде. И мы обсуждаем вещи, которые надо изменить в нашей команде, надо что-то привнести. И, у нас есть тренер, который тоже записывает это все, чтобы вот как раз к тренировочному процессу все это вспомнилось, потому что, чтобы мы это все наработали, все вот эти моменты, чтобы их больше не было. Вот. Так что... Выигрывать все подряд невозможно, правильно? Правильно. Если бы вы выигрывали каждый матч, то тоже можно быстро форму потерять. Но хочется. Ну что, Bucket, я надеюсь, что в ближайшее уже время вы сможете отдохнуть, наконец-то перезагрузиться, сбросить настройки все, так сказать, и потом уже с новыми силами приступить к тренировочкам и уже потом как раздать, чтобы всем мало не показалось. Это обязательно произойдет. Спасибо вам, Маш. Спасибо всем фанатам. Хотел тоже передать за поддержку, за то, что вы смотрите, болеете за нас. И даже хотелось бы извиниться за то, что все-таки подсдали в последние недели. Просто хотелось бы сказать, что довольно сложно поддерживать форму и играть столько, даже не играя тренировочных матчей. Всем спасибо. Все.